Городское хозяйство, транспорт, образование и здравоохранение, делая столицу еще более комфортной и безопасной. Среди современных решений – единый центр управления городским хозяйством, который находится в процессе формирования интеллектуальной транспортной системы, система «Московская электронная школа», электронная медицинская карта пациента, проект «Мой город», система «Электронный дом», портал «Наш город» и многие другие. Город продолжил предлагать москвичам способы взаимодействия, разрабатывая новые сервисы. Новые умные технологии позволяют предпринимателям активнее участвовать в жизни Москвы, значительно упрощая имеющиеся механизмы взаимодействия и сохраняя при этом традиционно высокий уровень взаимной ответственности между городом и бизнесом. В этой связи тема форума «Экономика и право в цифровую эпоху. Трансформация бизнес-системы» представляется актуальной и современной. Желаю организаторам и участникам мероприятия успешного его проведения. Сейчас я передаю слово господину Христосу Фармакису, полномочному министру по торгово-экономическим вопросам посольства Греции в Москве. Я бы хотел выразить благодарность организаторам за приглашение и поприветствовать всех присутствующих и коллег, выступающихся. Тематика нашего форума είναι κάτι το οποίο είναι το πλέον επίκαιρο διεθνώς πρόβλημα, ζήτημα της εποχής μας. Это действительно самая актуальная тематика, вопрос нашей эпохи на международной арене. Ουσιαστικά όλοι έχουμε ακούσει ότι τον όρο τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ή βιομηχανία 4.0. Все наверняка услышали термин «четвертая революция», «промышленная революция» или «индустрия 4.0». Ξεκινάει δηλαδή η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ακριβώς επειδή η ψηφιοποίηση έχει επιτρέψει την ανάπτυξη τεχνολογιών. То есть четвертая промышленная революция возникает именно потому, что цифровизация позволяет столь бурное развитие технологий, που θα αλλάξουν την ανθρωπότητα και την βιομηχανία. которые коренным образом поменяют человечество и промышленное производство, индустрию. Ήδη οι αλγόριθμοι ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας. Уже в большой степени алгоритмы управляют нашей жизнью. Η εξελιγμένη ρομποτική εφαρμόζεται παντού. Передовая робототехника уже применяется повсеместно. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι γύρω μας. Искусственный интеллект окружает нас. Το GPS το γνωρίζουμε όλοι και το χρησιμοποιούμε. Все мы прекрасно знаем навигатора GPS и пользуемся им. Η τρισδιάστατη εκτύπωση 3D printing, печать. Και πολλές άλλες τεχνολογίες И очень много других технологий, применений, που στην καθημερινότητά μας πολλές φορές κάποιες από αυτές τις χρησιμοποιούμε которые мы регулярно применяем в нашей повседневной жизни, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις, даже не обладая особыми знаниями, μέσω των συσκευών. с помощью всех приложений. Τάμπλετ, smartphones, computer. Таблеты, смартфоны, компьютеры. Και κάθε άνθρωπος И любой είναι συνδεδεμένος человек στο ίντερνετ постоянно связан, находится в интернете, в сети και απολαμβάνει μία σειρά υπηρεσιών εκεί που βρίσκεται. и, находясь на месте, пользуется рядом услуг. Η ψηφιακή λοιπόν αυτή η επανάσταση καταργεί την έννοια του κέντρου. Таким образом, вот эта цифровая революция отменяет понятие центр, центрального аппарата. Οι συνέπειες αυτές είναι τόσο τεράστιες Последствия настолько велики, που τεράστια κεφάλαια κινητοποιούνται για επενδύσεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας. что большие средства как раз применяются в инвестиции в IT-технологии и в телекоммуникации. Οι επενδύσεις αυτές
κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που ονομάζουμε τρίτη πλατφόρμα, Эти инвестиции направляются на то, что мы называем третью платформу. που είναι θέματα που συνδέονται με την κινητικότητα, Это такие вопросы, связанные с мобильностью, το cloud, το big data, τα social networks. с облачными вычислениями, с большими данными, социальными сетями. Και έρχονται νέες πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες, А также появляются новые, многообещающие технологии, όπως η αυξημένη εικονική πραγματικότητα, такие как дополненная виртуальная реальность, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, робототехника, искусственный интеллект, τα γνωσιακά συστήματα και άλλα. когнитивные системы и другое. Όπως ανέφερα πριν, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση συνδέεται με αυτό που έχει επικρατήσει σαν όρος βιομηχανία 4.0. Как я уже сказал, четвертая промышленная революция, она связана с этим термином, который преобладает на всем мире, индустрия 4.0, промышленность 4.0. Αυτό σημαίνει την πλήρη αυτοματοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής, Это означает полная повсеместная автоматизация промышленного производства. με στόχο βέβαια πάντοτε την επίτευξη ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. С целью конкурентоспособности на международной арене. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιλογή των επιχειρήσεων στις τεχνολογίες αυτές έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών και των επιχειρησιακών λειτουργιών τους. Результаты показывают, что применение предприятиями этих технологий, этих средств как раз дают очень хороший результат, финансовый результат, деловой результат при функционировании предприятий, при годовой доходности. Οι οργανισμοί που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες νέες τεχνολογίες αυξάνουν γρήγορα τα ετήσια κέρδη τους. Те организации, которые применяют искусственный интеллект и другие технологии, они ежегодно развивают увеличивают свою прибыль. Σε αυτό το περιβάλλον βέβαια πρέπει να σκεφτούμε ότι και το κράτος οργανώνει ψηφιακά τις δικές του υπηρεσίες προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο πολίτης και να μειωθούν τα διάφορα κόστη που συνεπάγεται η εκ του σύνεγγυς εξυπηρέτηση. В этой связи мы прекрасно осознаем, что государственное управление тоже применяет новые технологии для того, чтобы лучше обеспечивать услуги населению и уменьшать расходы. Όπως ακριβώς υπόθηκε και στο μήνυμα του κυρίου Υπουργού, η Μόσχα είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή ψηφιοποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες. И как было сказано в послании министром правительства Москвы господина Черемина, Москва действительно занимает передовое место в обеспечении цифровизации услуг населению. Θα αναφερθώ εν συντομία και στις εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα. Вкратце я коснусь и картины в Греции, в моей стране. Το 2019, 7 στους 10 Έλληνες πολίτες είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ. В 2019 году 7 из 10 греков имели доступ к интернету. Φαντάζομαι ότι σήμερα αυτός ο αριθμός έχει ανέβει. Предполагаю, что эта цифра сегодня уже увеличилась на сегодняшний день. Η Ελλάδα έχει επίσης προχωρήσει στις επενδύσεις σχετικά με τη μετάβαση σε δίκτυα 5G. Также Греция далеко пошла относительно инвестирования в сети 5G, 5G. Έχει προχωρήσει αρκετά η προσπάθεια κάποιων επιχειρήσεων να εισάγουν νέες τεχνολογίες. Также далеко пошли уже усилия предприятий применять, внедрять новые технологии. Και υπάρχουν ζώνες τεχνολογίας και καινοτομίας που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες πόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα
И во многих городах, в Афинах, в Салониках, в Янинах существуют так называемые зоны или парки, технологические инновационные парки, όπου зоны. σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια προωθούν την έρευνα και την ανακάλυψη νέων καινοτομιών. Где в сотрудничестве с высшими учебными заведениями как раз продвигается исследование в области новаторских новых передовых технологий. Σημαντική είναι επίσης η πρόοδος που υπήρξε στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Также очень важный сдвиг был сделан в сторону цифровизации государственных услуг. Παρότι είχε ιδρυθεί ήδη από το 2015-16 ένα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Еще с 2015-2016 года было утверждено создание Министерства цифровой политики. το 2019 τον Ιούλιο ουσιαστικά διοργανώθηκε το Υπουργείο Ψηφιακής και έγινε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. А в июле 2019 года это министерство было преобразовано в Министерство цифрового управления. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο έχει συγκεντρώσει όλες τις δομές που έχουν σχέση με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. В нем как раз сконцентрированы все структуры, связанные с информатикой, с IT-технологиями. Και ο στόχος του είναι να παράσχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, πραγματοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό. И на самом-то деле цель этого министерства предоставлять населению, гражданам услуги цифровым способом с помощью цифровой трансформации страны. Η Пандемия λειτουργήσε καταλυτικά για την επιτάχυνση αυτών των στόχων. на самом-то деле стала катализатором для ускорения этих целей, цифровизации страны. Αν θυμόσαστε, το Μάρτιο του 2020 έγινε το συνολικό lockdown. Если помним, в марте 2020 года у нас было полное закрытие, полный локдаун. Ακριβώς τον Μάρτιο λοιπόν του 2020 δημιουργήθηκε μία πλατφόρμα И именно в марте 2020 года была создана платформа που είναι gov.gr gov.gr που ανέπτυξε 503 υπηρεσίες. Изначально она предоставляла 503 услуги Και цифровые, электронные. οι εξελίξεις ήταν τόσο πολύ ραγδαίες που στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2021 οι υπηρεσίες αυτές έχουν ξεπεράσει τις 1304. Но на самом-то деле события развивались столь стремительно, что к концу декабря 2021 года количество предоставляемых услуг этой платформы уже превышает 1304 услуги. Το 2021 κατεγράφησαν 500.000 ψηφιακές συναλλαγές μέσα από αυτή την πλατφόρμα. И с помощью этой платформы в прошлом году, в 2021 году, было зафиксировано 500 миллионов цифровых транзакций. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, ξέρετε, της οποίας ο πληθυσμός είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια κάτοικοι. Учтите, что население страны составляет примерно 10 миллионов граждан. Ο αριθμός αυτός λοιπόν είναι υψηλός. Следовательно, вот эти Για τα цифры, δεδομένα они της очень χώρας. высокие, учитывая население страны. Και μπορεί να φανταστούμε τι σημαίνει 500.000 επισκέψεις ανθρώπων και μάλιστα μέσα στην πανδημία σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. И мы можем означать, что означает 500 εκατομμύρια. 500 миллионов как раз посещений, транзакций людей, граждан, обращений через эту платформу во время пандемии и ограничений. Πολύ μεγάλη επιτυχία με διεθνή αναγνώριση είχε το σύστημα του εθνικού εμβολιασμού. Также большим успехом и всемирно признанная система национальной вакцинации. Όπου μέσω του συστήματος αυτού πραγματοποιείται ο εμβολιασμός των κατοίκων С помощью этой платформы χωρίς проводится... να υπάρξει καμία άλλη φυσική παρουσία παρά μόνο στο κέντρο του εμβολιασμού. С помощью этой платформы проводится вакцинация населения,
населения. И единственное физическое присутствие это только на месте, где как раз вводится вакцина. Όλη η διαχείριση έγινε ηλεκτρονικά των ραντεβού ή των προβλημάτων που προέκυπταν ενδεχόμενα από προσωπικά προβλήματα κάποιου. Вся система фиксации, назначения времени, вакцинации, решения любых возникающих проблем, все это проводится в электронном цифровом виде. Για να γίνει κατανοητό αυτό πρέπει να υπενθυμίσω ότι δεν υπήρχαν πλήρως ποσότητες εμβολίων. И для того, чтобы была понятна ситуация, хочу вам напомнить, что вначале не хватало нужное количество вакцин в стране. Ταυτόχρονα έγινε μια διαχείριση εμβολιασμού ανάλογα με ηλικίες. Далее было решено провести вакцинации в зависимости от возраста. Και ταυτόχρονα, καθώς γνωρίζετε, τα εμβόλια τα οποία κινούνται μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και δυσχέρειες και μετακίνησης και φύλαξης, διότι απαιτούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες διατήρησης. И наверняка вы знаете, что вакцины, которые применяются в пространстве ЕС, у них есть определенные проблемы, сложности как и с передвижением, так и с хранением, поскольку они требуют очень низких температур. Καθώς ανέφερα προηγουμένως ότι οι εφαρμογές έχουν ξεπεράσει τις 1304 και εξελίσσονται. Уже я назвал, что с помощью этой платформы gov.gr количество приложений уже преувеличило 1304 и развивается еще больше. Θα πρέπει να πω δηλαδή ότι αυτές αφορούν όλο το εύρος των σχέσεων του πολίτη με το κράτος. Как раз эти услуги касаются полностью всего спектра услуг и отношений гражданина с государством. Είτε πρόκειται για θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, όπως η εγγραφή του φοιτητών στα πανεπιστήμια. То ли это связано с вопросами образования, допустим, зарегистрироваться, записаться студентом в свои вузы. Είτε πρόκειται για την επικοινωνία με τους αγρότες για την υποβολή φακέλων προκειμένου να λάβουν διάφορες αποζημιώσεις ή βοήθειες. То ли это связано с подачей документов аграрных жителей сельских районов для того, чтобы они получили компенсации или дотации. Μέχρι και την εξυπηρέτηση για την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού γίνεται με αυτόν τον τρόπο. А также выдача любого сертификата тоже проводится через эту платформу. Και βρίσκεται, ας πούμε, σε μια διαδικασία η καταγραφή, αυτό που ονομάζουμε Εθνικό Μητρό Διαδικασιών. А также сейчас развивается еще одна услуга – Национальный регистр услуг или процедур. Το οποίο αφορά την καταγραφή όλων των διαδικασιών που μπορεί να υπάρχουν για στην επαφή του πολίτη με το κράτος, προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης ψηφιοποίηση, в котором как раз это касается фиксации всех услуг и процедур, связанных с услугами, которые предоставляет государство гражданину, для того, чтобы это все было путем цифровизации. ούτως ώστε ο πολίτης ο οποίος απευθύνεται για κάποια υπηρεσία δεν θα χρειάζεται να αναζητεί ο ίδιος και να παρουσιάζει ή να σηκώνει στην εφαρμογή τα διάφορα δικαιολογητικά, διότι όλα αυτά θα βρίσκονται αυτόματα από την αρμόδια υπηρεσία εφόσον έχει υποβάλει το αίτημά του προκειμένου να απαντηθεί. Это предусматривает, что при подаче определенной документации для получения какого-либо результата не нужно уже гражданину искать все эти документы. Они уже будут находиться, и само ведомство будет их предоставлять. Αυτές οι εξελίξεις, οι οποίες γίνονται λίγο πολύ παντού, καθώς καταλαβαίνουμε, έχουν οικονομική, κοινωνική και πολιτική επίδραση. Мы прекрасно понимаем, что в свете всех этих событий они имеют экономическое, политическое и социальное последствия. Και στην πραγματικότητα αποτελούν ένα μηχανισμό ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες του κράτους.
И на самом-то деле все это представляет из себя механизм, который предоставляет, обеспечивает всем гражданам страны иметь равное отношение к государству и от государства, от управления. Δύο παρατηρήσεις πριν ολοκληρώσω. Прежде чем как подытоживать, два комментария. Η πρώτη σχετίζεται με το ότι ενώ υπάρχουν πολύ θετικές επιπτώσεις από την είσοδο, τη ραγδαία είσοδο αυτών των τεχνολογιών είτε στη βιομηχανία είτε στην καθημερινότητα. На самом-то деле, несмотря на то, что очень много действительно положительного при применении этой цифровизации в нашу повседневную жизнь и в общество, Ταυτόχρονα έχουμε και κάποια αρνητικά δεδομένα. но при этом мы наблюдаем и за отрицательными сторонами, Όπως είναι το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, такие как безопасность личных данных, οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, нарушение личной жизни, οι κυβερνοαπάτες, кибермошенничество, ή η παραπληροφόρηση που προωθείται πολύ συχνά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. и дезинформация, которая очень часто продвигается с помощью социальных Είναι сетей. κάτι το οποίο κοστίζει για να αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζεται από τους αρμόδιους φορείς. И с этим, конечно, сталкиваются как компетентные органы, Αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το πράγμα πρέπει και ο κάθε χρήστης να το σκέπτεται και να μην δίνει έδαφος όπου μπορεί σε τέτοιες πρακτικές. но и каждый пользователь должен критически относиться и не всегда давать свет каждой практике, как дословно высказался наш выступающий. Η δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με το ότι А второе замечание, это связано с тем, η ψηφιοποίηση είναι το κλειδί για τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. цифровизация является ключом к поддержанию международной конкурентоспособности бизнеса, Μιας χώρας, страны, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, создает новые рабочие места, αυξάνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μιας χώρας увеличивает ВВП страны, και γι' αυτό το λόγο η ψηφιοποίηση είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσει κάθε χώρα αν θέλει να διατηρήσει μια υψηλή θέση διεθνώς στην ανταγωνιστικότητα και στην οικονομία. И поэтому цифровизация – это такая основная ключевая ставка, которую каждая страна должна выиграть, если хочет оставаться на передовых позициях. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι στην Ελλάδα πραγματοποιούνται πολλά πράγματα γύρω από το θέμα αυτό. Подытоживая, хотел еще раз обратить внимание на то, что в Греции применяются усилия в этом направлении цифровизации. Οι ενδιαφερόμενοι ενδεχόμενα για περισσότερη πληροφόρηση και για συνεργασία με φορείς ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα για την παρακολούθηση συμμετοχή σε εξειδικευμένα συνέδρια θα μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Μόσχας προκειμένου να έχουν κάθε δυνατή πληροφόρηση και υποστήριξη. Заинтересованные получать информацию о событиях в этой сфере стране, а также о мероприятиях, проводимых там, конференциях, форумах и прочее, в любой момент в вашем распоряжении можете обращаться в торгово-экономический отдел посольства Греции в Москве для предоставления нужной информации. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες. Благодарю вас за внимание и желаю успеха в дальнейшей работе нашего форума. Прежде всего, разрешите мне от своего имени и от имени посла Кристины Мартеланг, чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской конфедерации в Российской Федерации, приветствовать организаторов, а также всех гостей и участников Международного форума «Экономика и право в цифровую эпоху. Трансформация бизнес-систем». Меня зовут Артур Чернеевский, я возглавляю Швейцарский центр содействия бизнесу при посольстве Швейцарии в России. Основная задача, дана нам нашей Швейцарской конфедерации, это поддерживать швейцарские компании в выходе на российский рынок.
У нас есть ряд услуг, которые мы предлагаем. Это частично бесплатные услуги, которые касаются более общей информации о рынке России, о законодательстве, о условиях выхода на рынок. Но с другой стороны, есть у нас ряд услуг, за которые компания платит. И одной из таких услуг является швейцарский павильон. Это совместное выступление на выставках. И одним из этих примеров это на выставке «Интерпластика», которая проходит сейчас в Евроцентре, где мы соединили несколько средних и маленьких швейцарских предприятий, которые выставляются под зонтиком Швейцарской конфедерации. Но нужно не забывать о том, что мы тоже занимаемся продвижением Швейцарии как место для открытия бизнеса для российских компаний. И так как тема нашего форума – это экономика и право в цифровую эпоху, я представлю покоротку ситуацию в Швейцарии, особенно в областях, в которых наша страна особенно привлекательна для российских инновационных компаний. Это области такие, как искусственный интеллект, робототехника, особенно беспилотные авиационные системы, это блокчейн, это персонализованное здоровье и передовое производство. Если начнем с искусственного интеллекта, это хороший пример, так как не только технология, но и законодательство и условия бизнеса важны для развития этой части. У нас высокоспециализированная инфраструктура искусственного интеллекта, ноу-хау и кадровый резерв. У нас успешно реализуются фундаментальные исследования. Это исследования, которые делаются совместно с университетами и промышленностью. У нас высокий потенциал применения искусственного интеллекта в областях такие, как здравоохранение, финансы и мобильность. Швейцария является нейтральным и безопасным местом для работы в рамках таких проектов, как AI for Good, это искусственный интеллект для доброполучия, и соблюдение этики искусственного интеллекта. Швейцария является тоже многоязычным полигоном для тестирования распознавания языков. Вы знаете, что у нас в стране 4 национальных языка, но и английский, конечно, общий язык, которым люди пользуются в бизнесе и в других доменах. У нас тоже сокращены риски. Благодаря высокой безопасности данных, благодаря политической стабильности, юридической определенности в отношении прав, интеллектуальной собственности и так далее. Ну и наша страна тоже очень привлекательна для глобальных специалистов. Если говорим про робототехники, Швейцария является лидером в области цифровых авиационных систем. Наш сильный опыт, благодаря давним традициям в области высокотехнологического производства, такого как прецизионное производство, датчики или фотоника. В Швейцарии свою штаб-квартиру имеет компания ABB, которая является важным мировым лидером в области робототехники, обладающим высококвалифицированным инженерным ноу-хау и кадровыми ресурсами. Если говорим про законодательство, это хорошие возможности для тестирования беспилотных авиационных систем, БАС, и полетов, благодаря регулировку пространства UTM и воздушной карте. У нас тоже тесные междудисциплинарные исследования и сотрудничество между академическими кругами и промышленностью. И, конечно, Swiss Made, сделано в Швейцарии, всегда означало высокое качество, точность, надежность, за которые покупатели готовы платить больше высокие цены. Блокчейн. Это первоклассная техническая инфраструктура, наш ноу-хау и наш узкоспециализированный кадровый резерв, который позволяет нам развиваться в этой домене. Вы, наверное, слышали уже по Blockchain Valley, которая находится в кантоне Цуг, где очень много предприятий именно в этой домене совместно сотрудничают и развивают этот область.
Блокчейн-предложения разработаны уже в области финансов, здравоохранения, цепочки поставок и производства. Сильное взаимодействие в области финтеха благодаря давним традициям в финансовом секторе и строгим законам о конфиденциальности. Это то, чем гордится Швейцария, это банковский сектор, это тоже конфиденциальность в отношении данных, в отношении всего, что творится и продвигается в Швейцарии. Это тоже создана экосистема поставщиков услуг с ноу-хау блокчейн-индустрии, как юридические фирмы, как банки и так далее. Если говорим о персонализированном здоровье, у нас действуют многие кластеры биотехнологий, медицинских технологий и ИКТ, которые обеспечивают специализованный кадровый резерв, ноу-хау для этой междудисциплинарной области. Первоклассная техническая инфраструктура и высококвалифицированная рабочая сила – это второе преимущество Швейцарии в этой области. Это давние традиции и в индустрии естественных наук. Здесь тоже снижение риска благодаря высокой безопасности данных, политическая стабильность и правовая определенность в отношении прав интеллектуальной собственности являются преимуществом Швейцарии. Передовое производство. То, что очень уникально в Швейцарии, это система дуального образования, которая позволяет обеспечивать высококвалифицированную и подготовленную рабочую силу для работы с узкоспециализированными оборудованием. Это система, которая начинается уже достаточно рано, после 6 класса. Люди, которые поступают в эту часть обучения, они совмещают обучение теории и практики, где они уже начинают работать в предприятиях. Первоклассная техническая инфраструктура, ноу-хау и специализованный кадровый резерв – это тоже преимущество нашей страны в этой области. Тоже легкая и хорошая доступность производственных площадок с нуля по разумным ценам является достаточным плюсом Швейцарии для основания своего бизнеса. Надеюсь, что этот короткий обзор показал вам, какие преимущества представляет Швейцария для российских инновационных компаний, и буду рад обсудить с вами ваши проекты в этой области. Еще раз приветствую и благодарю за приглашение организаторов и участников форума и желаю успешной и плодотворной работы. Спасибо.